Каждую осень старый охотник Такучи Лаптандер приводит в порядок нехитрый промысловый скарб и ждет подходящую для поездки на море погоду. Оленевод, заготовитель, депутат, председатель сельсовета, охотник, последние 15 лет Такучи факторщик. То есть постоянно живет на фактории. А море – его давняя любовь. Во, прекрасно. Порядок. Оно даже остановилось. Но и тебе задел, А так и мать должно быть. моржиха. Так и должно быть. Но все, Все, готово. так, не все готово еще. Не все готово. Надо немножечко тут пострадать. Да, охотник готов, а погода не готова. Не сегодня и не завтра, скорее всего. Буду ждать погоду. В полукилометре от фактории Такучи поставил сеть, и ее перед поездкой нужно обязательно снять. Сколько времени продлится путешествие к морю, трудно даже предположить, а портить рыбу ненцы себе не позволяют. Если и на маленьком озере такие волны, то на Карском еще больше. Можно не торопиться. Это рыбка. Пятидесятка. Нельзя поменьше, если ее ставить. Пусть в молоде растет. Чистая рыба пока. Вот эту рыбу я ем уже не первое десятилетие. Ну нормально, чувствую себя нормально. Так что... Однако нянец рыбу поймал. Вот, пожалуйста. А. О. О. Вот эту рыбу заделай, остальное отнесем туда. Не надо сейчас. Тут холодно же тебе, руки-то замерзнут. На фактории работа есть всегда. А летом и осенью столько, что и суток мало. Сети перебрать, оленеводов встретить, новый гараж для снегохода построить, да мало ли что еще. Все. Малюк.
Холода уже близко, а с дровами на фактории не густо. И хотя в каждом из современных балков установлены электрообогреватели, факторщики решили зимовать в старой избушке. Надо только печь подремонтировать. Рядом железнодорожный разъезд, дизельная электростанция, но дрова обходятся дешевле электроэнергии. А строить печи для семьи Лаптандер – дело привычное. Как раз для печки, видишь, песок и глина такая хорошая. Анимунгур аркуркаун. Ну, сейчас я этот. И печником будешь, и швеей будешь, и поваром будешь. Городскому человеку, это, если вот так вот посмотреть, то, наверное, просто не пойму. Ну, как же так люди живут, тут ничего нету, печку надо топить, дрова надо готовить и все прочее, прочее, прочее. Вот. Нам это, конечно, это не так. Это у нас образ жизни такой. Я, в общем-то, знаю и эту жизнь, скажем, кабинетную жизнь, поселковую вот жизнь, да, вот, где вот нужно 8 часов, 7 часов просыпаться, 8 часов уже должен быть на работе, да, и до 5 часов никуда не уходить. Вроде бы легко, и свет горит, и за водой не надо ездить. Вот. Но все-таки я считаю, что трудовая жизнь, пусть она тяжеловатая, кому-то кажется, но она мне нравится. Это моя жизнь. Этот фонд упоминался как основной способ перекачки государственных активов в частные компании. Валерий Веселов, бизнесмен. Рыбу все я досолил. Замазку сделали на печке. 20 только померить надо будет. А я хочу на Мысрок съездить. Там поработать немного надо. Надо продукты приготовить. Поездка на Мысрок, где находится охотничья база, снова откладывается. Опытный промысловик знает, что с морем, так же как и с тундрой, шутки плохи. На боевом счету Такучи немало сданной государству когда-то драгоценной пушнины, хотя сегодня капканы ржавеют без дела. А по вечерам охотнику всегда есть что вспомнить. А самое интересное для меня это было, когда я начал охотиться, когда в тундру я появился, молодой совсем, 18 еще не было. Там главное не то, что вот там на пропитании там добыть, там денежки там, да, заработать, а сама жизнь, вот это, интерес к жизни, конечно, тогда мне очень интересно было. Мы делали загонные ловы. Тундры делали загонные ловы. То есть один прекрасный день, назначенный день, народ тундры, все мужики, и женщины даже, и Это даже называлось- старики, даже Называлось Таларова. на загонный лов такой вот. Собирались в одно место. Все женщины, вот Да, кто и помоложе. женщины, у кого нет маленьких детей, да. Ох, вот это было за сборище. Вот это Упряжки или... упряжки. И они вот так вот полукругом они уходили. Упряжек сколько бывало собиралось? Ну, всяко бывало. От 20 до 70 с лишним нарт было. Вот. И мы вот так вот в течение 20 километров примерно, вот так вот полукругом вот это упряжки едут, и потом на каком-то месте круг замыкается, и все меньше и меньше. И то, что в кругу было, и они вот это добывали. Я вот один раз помню, вот самый такой хороший лов, загон, где-то около 350 песов было. Сразу. Сразу. А потом, когда уже охота заканчивается, все возвращаются, опять собирается какое-то место, и тут самый старший или бригадир, вот так вот все
собирают вот эту пушнину вместе, он их сортирует, да. Народ садится вот так вокруг него, и вот так вот, и он, ну, это как его уже делит. Распределяет дележка, по охотникам. да. Тогда как-то вот и совхоз, и район как-то очень заинтересованы. У них была в этой охоте, вот традиционной охоте, да, вот. Если человек поймает за сезон 50-60 шкурок добудет, это было нормально. Но, конечно, когда мы перешли уже на Мусорок, ну, там понятно. Там, конечно, добывали много. Волков добывал, но это очень и немножечко боязнь какая-то, может, в последний момент появляется. Ну и азарт, конечно, побеждает всегда. Да, добывал, такие у меня были. Один день я 4 добыл. Большой? Да, я бы сказал, большой. Один очень большой был. Я его один загрузить на сани просто не смог. Вот. Обычный средний волк я просто вот 2 концов беру и вот так вот кидаю на сани. Вот. А это пришлось сначала один конец загрузить веревкой, завязать на другой сторону сани. И потом другую половину загрузил. Да, такие бывают. Это мы тебя видели.